каким усилием натянуть ремень. Это точная копия немецкого инструмента. И сразу хорошая новость. Обратите внимание на вот эту белую метку, которую я установил на ремень и на шестерню распредвала. Это неправильно. Хорошая новость заключается в том, что эту метку больше не придется ставить. И я расскажу, почему это неправильно и что следует вместо этого делать. Эту метку ставят для того, чтобы при смене ремня поставить новый ремень, либо этот же ремень на то же место. И якобы не придется ставить планку, не придется ставить стопор коленвала. У нас же все метки совмещены, мы натянем, вернем все как было, зубцы посчитаем. Ну, так говорят, по крайней мере, простые гаражники, которые не знакомы с теорией, не знакомы принципом работы этого двигателя. Он заведется, он будет работать, но он будет работать неправильно. Поэтому эту метку я сразу стираю, она нам не пригодится. Так, метки мы стерли, а вместо меток у нас будет два специнструмента. Первый — это стопор коленвала. Сразу оговорюсь о стопоре коленвала. Те, что существуют в продаже, по-моему, фирмы Ликота и еще какой-то российский бренд, я никому не рекомендую, потому что у нас на коленвале есть болт, который надо зажимать с большим усилием. И при использовании этого стопора коленвала я зажимал болт, и этот кончик обломился, и он остался в блоке. Пришлось снимать масляный поддон, чтобы выловить этот кончик и чтобы он там не натворил беды. Ну, то есть из сырого металла сделан, с какого-то плохого. Поэтому я специально заказал на производстве партию этих стопоров коленвалов из хорошей прочной стали, которая выдержит высокие нагрузки. Ссылочку, где купить, смотрите в закрепленном комментарии, либо в описании видео. Второй инструмент, который нам понадобится для выставления ГРМ правильного настройки, это планка распредвалов. Без наличия этих двух инструментов я вам вообще не рекомендую ничего делать с механизмом ГРМ. Даже если вы там собрались снять, поставить ремень для чего-нибудь там, или к помпе вам пролезть, или кроликам проверить, как они, и обратно зажать, без этих двух инструментов правильно вы это сделать не сможете. Поэтому, если вы сами планируете работать с ГРМ, просто один раз приобретаем два инструмента этих, смотрим дальше, как все правильно делать. Дальше нам необходимо совместить метки на шкиве коленвала и на кожухе. У кого-то зубчик такой, у кого-то просто полосочка. Необходимо совместить две эти метки. Для этого берем головку на 24, головка под зубчик, под болт коленвала. Вот наша метка. Вот метка на кожухе. Совмещаем эти две метки. Совместили. На следующем этапе нам необходимо вставить стопор коленвала вместо датчика коленвала. Берем стопор коленвала, ключик на 10, головку и вороток удобны. Одеваем на коленвал, на болт коленвала, чтобы снизу, если что, немножко подрегулировать отверстие, в которое будет вставляться стопор коленвала. Спускаемся под машину. Яма не обязательно. У кого есть яма, поздравляю. Вот наш масляный фильтр. Смотрим в пространство за компрессором кондиционера, у кого есть кондиционер, на блок. И обращаем внимание на вот этот вот датчик. Это датчик коленвала. Он прикручен болтиком на 10. Нам необходимо выкрутить этот болтик и достать датчик коленвала из блока, на место которого мы будем закручивать стопор коленвала. Болтик выкрутили, достаем датчик. Он не лезет вправо-влево, его расшевелить надо. И тянем на себя. Если не выходит, повернули на 90 градусов, примерно так. И чем-нибудь поддеть. Вот так вот. И он у нас в руках. Все, он остается висеть, он там не мешает нам. Дальше нам необходимо в отверстие
вместо датчика коленвала завернуть стопор коленвала. Но таким образом, чтобы его кончик зашел в специальную лунку, которая на нашем коленвале есть, в отливке коленвала. Для этого берем специальный инструмент под названием мизинец. Придется снять перчатку. Смотрите, чтобы двигатель не был горячим, иначе обожжете пальцы. Засовываем мизинец прямо в отверстие и щупаем эту лунку. Стараемся так, чтобы она была четко посередине отверстия, чтобы у нас стопор коленвала. В эту лунку нам необходимо закрутить стопор коленвала. Берем стопор и заворачиваем. Если у вас лунка не посередине, мы заранее подготовили вороток, которым можно поправить. Только аккуратно палец высовывайте, когда будете вращать. Может пойти очень быстро коленвал, и ваш палец останется в отверстии. Вы почувствуете, до конца зашел или нет. Если стопор коленвала уже уперся, пошевелите слегка коленвал и вращайте дальше. Видите, он дальше пошел у меня. Опять уперся. Еще пошевелим коленвал. Вот видите ход какой? Наблюдайте. Это еще такой ход коленвала. Надо хорошо застопорить. Поэтому подбираем положение, шевелим коленвал и закручиваем дальше. Хода вообще не должно быть. Все, свободного хода нет. После этого берем ключик и поджимаем, чтобы стопор коленвала стоял плотно. Здесь очень удобно использовать ключик на 10 с трещоткой рожковый, накидной, у кого такой есть. Все, плотно зажали. Проверяем. Хода свободного нет, все отлично. На этом этапе можно подниматься вверх. Но опять же, я не рекомендую ориентироваться по этой метке. Она нужна только для того, чтобы вам было удобнее искать лунку при вкручивании стопора коленвала. Потому что кожух можно прикрутить со смещением 1,5 мм, а для коленвала это очень много. Поэтому это только ориентировочка. После установки стопора коленвала самое время взять планку распредвалов и проверить, насколько точно у вас был установлен механизм ГРМ. На планке есть две оськи, одна большого диаметра, одна малого. Соответственно, в шайбах на распредвалах тоже есть большого диаметра отверстия и малого. Большие отверстия смотрят внутрь двигателя, малые наружу. Планку по-другому не поставишь. Вставляем и проверяем. У меня планка зашла отлично. То есть механизм ГРМ был выставлен максимально точно. Хочу обратить внимание, что я его настраивал около 10 тысяч назад. То есть это не свежая настройка ГРМ. И настраивал именно со стопором коленвала и с планкой. И в этом случае правильное натяжение выставленного ремня. Об этом позже. Теперь снимаем планку. Нам необходимо отжать вот эти вот болты на шкивах. Ни в коем случае не делаем этого с планкой, потому что вы можете погнуть вашу планку, и она станет неточной. Планку снимаем, чтобы она нам не мешала. Берем головку на 24 и отжимаем болты на распредвалах. Для чего мы отжали болты на распредвалах? Мы будем снимать шестерни распредвалов. Это также очень обязательный момент. И для снятия этих шестерен нам понадобится третий обязательный специнструмент, о котором я забыл упомянуть. Это трехлапый съемник. Я использую Force. Его номер 659-0203. Съемник 75 мм в диаметре. Существует разное. Вот 75 мм покупаем. Цепляемся за шестерню. Шестерня напрессована на конус. Не советую вам пробовать сбивать шестерню. Вы ее повредите, погнете и пойдете за новой потом. А с помощью трехлапого съемника она очень легко снимается. Упираем в центр болта. Все, готово. Одну сняли. То же самое делаем со второй шестерней. Теперь можно отжать натяжной ролик механизма ГРМ. Натяжной ролик находится здесь. С помощью шестигранника. Все, ремень ослабили. Натяжение сбросилось. Теперь неизбежно использование планки и стопора при установке ремня. После этого можно выкручивать болты распредвалов,
снимать шестерни, делать все, что вам надо с вашим механизмом ГРМ, менять ролики, помпу. Сниму для примера, покажу, как это выглядит все. Вот шестерня, внутри конус. Конусообразное отверстие. Сама шестерня напрессовывается на распредвал, который имеет форму конуса. Все, предположим, мы уже провели работу с механизмом ГРМ и пришло время его выставлять, настраивать. Помните, что нам ни зубцы считать не надо, никаких меток нам не надо. Одеваем ремень обратно. Очень аккуратно его снизу подтягиваем, чтобы все зубчики попали на нижнюю шестерню коленвала. Проводим так, как он был. Устанавливаем шайбы, болты. Обратите внимание на шайбу распредвала. Она двухсторонняя. У нее есть подпись, написано RR. То есть этой частью мы ставим шестерни распредвала. Также у этой шайбы есть плоскости. Одна больше, одна меньше. Той плоскость, которая больше, мы ставим к плоскости, которая на оси нашего распредвала. Ну, собственно, другой стороной она у вас сложно пойдет. Все, мы подтягиваем болты, но плотно не зажимаем. Таким образом, чтобы наши шестерни вращались относительно распредвала. Плотно не зажимаем. Просто поджимаем. Шестерни ходят свободно. Это очень важно. Ремень ставим ровно максимально. Подготавливаем ключи, которые мы будем зажимать. Мне это удобно делать с помощью двух шестигранников. Один Г-образный, второй вот в трещотку вставлен в головку на 8. Шестигранники на 8. Вот натяжной ролик. У него есть отверстие, с помощью которого мы будем натягивать. И болт, которым мы будем фиксировать ролик. По мануалу нам необходимо натянуть ремень с таким усилием после натяжки, чтобы мы смогли двумя пальцами между левой шестерней распредвала и помпой, вот помпа, мы могли без особых усилий повернуть на 90 градусов ремень. Ну, то есть, чтобы пальцем не было больно, мы должны повернуть на 90 градусов ремень. Ну, а дальше он как бы и не пойдет. Вставляем шестигранник. Мне метод как-то не понравился, какой-то он дедовский, но это по мануалам по всем этот метод. Вот смотрите, таким образом мы можем натяжение регулировать. Вот так понатягивайте, пошевелите ремень, чтобы он везде ровно стоял. На шестернях поправьте его. Убедитесь, что у вас шестерни вращаются на распредвалах. Все, после этого можно натягивать. Левой рукой натягиваем Г-образный, а правым шестигранником зажимаем болт. Все, зажали, проверяем. Во-первых, он не должен как струна. Вот когда вы так делаете, это еще хороший звук. Но если он уже как струна у вас очень... Если вы перетянете ремень, это тоже очень плохо будет. Хорошее натяжение, 90 градусов есть. Почему очень важно с верным усилием натянуть ремень ГРМ? При работе механизма ГРМ по мере вращения распредвала, смотрим на эту шестерню, по мере вращения распредвала 360 градусов, нагрузка на распредвал неравномерна. То есть клапана открываются, закрываются, и шестерня, распредвал, соответственно, и шестерня имеют неравномерную нагрузку. А чтобы передавалось очень точное расстояние ремнем на соседний распредвал, необходимо натянуть его с необходимым усилием. Если же вы перетянете ремень, будет повышенная нагрузка на помпу, и она просто очень быстро выработает втулку, и помпа потечет. Также будет ускоренный выход из строя роликов. Если у вас проворачивается ремень дальше, значит нужно его подтянуть. Если вам уже очень тяжело на 90 градусов подвернуть, то есть чуть-чуть ослабим. Как только вы зажали, убедились, что у вас натяжение правильное, берем планку и вставляем ее в распредвалы. Обращаю внимание, что у нас распредвалы сейчас не зависят от шестерен, они свободно ходят. Смотрите, что я делаю. Я вставил только одну часть планки, вторую я пока не вставил. Я могу свободно вращать распредвал. Я сейчас вращаю распредвал. То есть я подвожу его четко на середину, чтобы попасть в соседнюю звезду. Со второй стороны я сделаю то же самое, чтобы у меня свободно входила планка в отверстие.
Здесь следует проявить творчество, никуда не спешите. Чем точнее вы сделаете, тем лучше будет работать ваш двигатель, тем будет эластичнее. Установили планку, и теперь нам необходимо затянуть болты распредвалов. Момент затяжки болтов 70 ньютон-метров. Момент затяжки натяжного ролика 22 ньютон-метра, если у вас болт М8. Если болт М10, там, по-моему, 34 ньютон-метра. Я всегда от руки так хорошо зажимаю маленькой трещоткой. Все-таки механизм ГРМ слабо тут не стоит. У кого есть динамометрический ключ, ключиком. Берем головку на 24. И сначала без особых усилий прожимаем эти болты так, чтобы не давить на саму планку, чтобы не портить калибровку. Потому что если вы сильно будете жать, вот эти оськи подкрывятся, и у вас инструмент станет неточным. То есть от руки прожимаем несколько подходов. Когда почувствовали, что уже тяжело, снимаем планку. Ну, то есть мы уже в данный момент болтами прижали шестерни распредвалов к распредвалам, и они уже никуда не денутся. То есть планка нам уже не нужна. И дальше без планки прожимаем болты. Далее берем динамометрический ключ, вставляем усилие 70 ньютон-метров, головку на 24 и зажимаем. Щелчок говорит нам о том, что усилие достигнуто. Делаем то же самое справа. Есть. Все, шестерни распредвалов зажаты. На этом этапе нам необходимо спуститься вниз и выкрутить стопор коленвала. Стопор коленвала выкрутили. Не спешим ставить датчик коленвала обратно. Нам это отверстие еще понадобится. Мы еще раз будем устанавливать стопор коленвала. После того, как мы выкрутили стопор коленвала, нам необходимо проверить, насколько точно мы выставили механизм ГРМ. Для этого нам необходимо сделать один полный оборот коленвала. Для этого берем головку, вороток и вращаем наш коленвал по часовой стрелке. Так, у меня оборот почти закончен. Совмещаем метку на шкиву с меткой на кожухе. Теперь я рекомендую настоятельно еще раз залезть под машину и опять установить стопор коленвала, для того, чтобы потом установить планку и проверить, насколько точно мы выставили ГРМ. Дело в том, что за полный оборот ремень становится так, как надо. Натяжение ремня распределяется по всему механизму ГРМ. Только так мы сможем проверить, насколько точно у нас выставлен механизм ГРМ. Поэтому возвращаемся вниз и устанавливаем стопор коленвала еще раз. Стопор коленвала я установил. То есть коленвал у нас стоит максимально точно. И теперь самое время проверить, насколько качественно мы выставили механизм ГРМ. Для этого берем планку распредвалов и устанавливаем ее в распредвалы. У меня планка стала четко, без каких-либо усилий. То есть механизм ГРМ настроен точно. На этом настройка механизма ГРМ завершена и выполнена очень точно. Я уже сказал, почему не стоит ориентироваться на вот эти вот две метки на кожухе и на шкиву коленвала. Обязательно нужен стопор для выставления ГРМ, стопор коленвала. А теперь скажу, почему не следует ориентироваться и не следует использовать метод при нанесении меточек на ремень и на шестерню распредвала. Предположим, до вас кто-то установил ремень профессионально, так как я показал. И тут вы такие приходите, ставите вот меточку здесь, где-нибудь там еще меточку. Сделали все работы с ГРМ, устанавливаете ремень обратно, даже если у вас есть планка, вы планкой четко, ровно выравниваете ваши шайбы распредвалов по планке. И тут у вас появляется такой момент. С каким усилием натянуть ремень, но у вас это не получится сделать по одной простой причине, что у вас будет разное натяжение здесь, разное натяжение там, разное натяжение тут. Чтобы натяжение везде было одинаковым, шестерни должны быть подвижны. Представьте, вот вы планкой зафиксировали здесь, шестерни неподвижны, потому что они у вас не спрессованы. Здесь одно натяжение, внизу другое натяжение. Вы сейчас будете нижнее натяжение регулировать относительно верхнего. Вам нужно точно угадать, какое натяжение сверху. Плюс вам нужно не только это угадать, вам нужно угадать то натяжение, которое было до снятия точно настроенного механизма ГРМ.
Вы этого никогда не сделаете и не получится у вас. Когда вы зажмете, снимете свою планку, сделаете один полный оборот ГРМ, вы обнаружите, что ваша планка не становится обратно, потому что маленькое смещение, да, будет, потому что натяжение отсюда передастся сюда и пойдет смещение. У вас сместится какой-нибудь из распредвалов, и зажигание будет работать неправильно. Потеря тяги, рост расхода топлива со всеми вытекающими. Поэтому только стопор коленвала, только съем шестерен, только планка распредвалов. И только так вы сможете выставить правильно ваш ГРМ. Можно всю переднюю часть собирать, но не спешите выкручивать стопор коленвала. Это будет маленький бонус, о котором многие из вас даже и не догадываются. Существует еще одна настройка механизма, которая относится также к искрообразованию и влияет на подачу топлива, на отдачу двигателя, на расход топлива, после настройки которого у вас, возможно, улучшится отдача от вашего мотора. Это настройка датчика частоты оборотов двигателя. Находится он на маховике и считывает обороты с зубцов маховика. Настраивать мы будем его с помощью специнструмента VAC3308. Это точная копия немецкого инструмента. Где его взять, также смотрите ссылочки в закрепленном комментарии, либо в описании к видео. Сейчас я покажу, как настраивается этот датчик. Напоминаю, стопор коленвала не выкручиваем, он нам сейчас как раз таки и нужен для настройки датчика частоты оборотов двигателя. Находится этот датчик в этой части. И поскольку мы будем работать в труднодоступной зоне на стыке блока и коробки передач, лучше снять шумоглушитель, шланг вентиляции картерных газов, и тогда появится более открытый доступ, удобнее будет работать. В левой части головы смотрим вниз. Обратите внимание на этот ржавый болтик. Вот. Этот болтик фиксирует наш датчик частоты оборотов двигателя в кронштейне, который крепится двумя болтами к блоку двигателя. В кронштейне в месте крепления болтов есть овальные пазы, в которых можно калибровать датчик частоты оборотов двигателя. То есть мы отпускаем два этих болта и смещаем вверх либо вниз относительно маховика и зубцов датчик частоты оборотов. Чтобы откалибровать этот датчик, необходим стопор коленвала, который у нас сейчас завернут в двигатель, и специнструмент VAC3308. Мы выкрутим этот ржавый болтик, достанем датчик частоты оборотов и на его место поставим специнструмент VAC3308 для калибровки кронштейна. Сейчас я покажу вблизи, как выглядит кронштейн. Обратите внимание на пазы. Датчик смотрит прямо на зубцы маховика. Обратите внимание на отверстие датчика частоты оборотов. Вон зубцы маховика виднеются. У него есть маленький штырек. Этот штырек вставляется в отверстие, в которое был закручен винт датчика частоты оборотов двигателя. Для точного позиционирования клыка. Клык попадает между зубцов маховика. То есть клык имеет такую вот трапецию небольшую. Он как раз становится в зубцы маховика. Тем самым мы можем смещать относительно маховика зубцов, точно откалибровать кронштейн, в котором крепится датчик частоты оборотов двигателя. Сейчас мы будем вставлять кронштейн, но перед этим мы должны ослабить винты кронштейна. Все, винты отжали, убедились в том, что кронштейн подвижен, имеет регулировку. Разработайте его, там будет песок, грязь. Далее берем специнструмент VAC3308 и вставляем вместо датчика частоты оборотов. Обратите внимание штырьком туда, где был винт. Обратите внимание, клык специнструмента стоит между зубцом маховика. Значит, датчик частоты оборотов и его кронштейн откалиброваны верно. Теперь следует зажать два винта регулировочных, после чего калибровка датчика частоты оборотов будет завершена.
Все, винты кронштейна зажали. Калибровка кронштейна выполнена. Теперь ставим обратно датчик частоты оборота двигателя.